Друзья, я сделал новый план обучения, сейчас набираю группу. Кто хочет ИИ с нуля. Значит, я показывал уже несколько вариантов, сейчас коротко. А, ИИ с нуля на Django плюс Python можно без Django. Django это тот, кому ИИ нужно вчера. То есть, что здесь классно? Так как и все в основном ИИ написано на PyTorch, плюс, конечно, другие библиотеки, дает возможность работать, допустим, с тем же Pandas, то есть все это красиво отображать. Какие особенности? Мы используем Django, грубо говоря, потому что если вы выкладываете тот же искусственный интеллект в веб, то нужно позаботиться о защите, о всем. Django все это имеется полностью, да, это. То есть мы используем, мало того, я еще расскажу, обратите внимание, мы просто используя Django, пишем свои модели, изучение теперь. Если человек новичок, но хочет учиться, давайте скажу, потом продолжу. Значит, выбрать план, вот пока он идет особняком, план, да, работаем по плану, в этом случае ускорим движение вверх. Самый востребованный план, одна консультация в неделю. Это конкретно те, кто хочет работать с ИИ. У кого плохо с языком, изучаем по ходу, неважно как изучать. Уроки Django дам бесплатно, мне будет меньше головной боли, чтобы вы быстро въехали, скажу, что где посмотреть. Значит, начинаем работу с PyTorch трансформера, уже с многими ребятами начали, нужно хотя бы человек 20 для того, чтобы сделать хорошие шаблоны, да, работы с ИИ. Просто стоит задача именно с нуля. Вот здесь есть варианты, которые продолжим коду, да, то есть здесь и сделан уже на 3 направления. Медицина, электроника можно использовать и, значит, третья, сейчас, секунду. Финансовый предсказатель. Почему вот я сказал эти 3 направления? То есть можно и с словами работать, но здесь я взял именно направление, где, в принципе, довольно простое. Работа, он сам сделает работу с числами. То есть под это можно подгонять все, что угодно. Любые обучения. Можно по-другому. Вариантов, я говорю, здесь сотни. Теперь особенности. Особенности, обратите внимание, мы не просто используем Django, а берем ее знания. То есть это выражается в том, что мы берем идею, которая реализована очень классно, и метакласса, и от него, то есть от этого используем от метакласса. Очень круто и очень просто. Это, по сути дела, шаблонное решение, если Django. То есть мы не просто используем Django, мы и используем Django, и берем механизм Django, просто немножко подправляем под себя. Единственное, что мы делаем здесь, ставим параметры по умолчанию. У каждого, ребята, в зависимости от того, какой вы будете писать, они будут свои. Самое главное, у Django есть хорошая идея очень, которую мы можем использовать. Получается несколько в одном. То есть, с одной стороны, мы используем Django в данном случае как веб-фреймворк, потому что он защищен от всех уязвимостей по принципу «написал и забыл». Но с другой стороны, нас же не сайт интересует, нас интересует искусственный интеллект. То есть мы можем делать на самом деле здесь все, что угодно. Мы можем делать сервис, мы можем делать, даже у меня возникла идея, вот сейчас я пробую, пока не буду показывать код, для личного домашнего вот хозяйства, да, чтобы он там все считал, мне просто это интересно. Кстати, совершенно случайно, значит, придумал, то есть сам момент. То есть каждый может вначале сделать ИИ для того, чего ему нужно. Кроме того, что мы используем сам код Django, просто переписываем его по-своему, мы используем само Django для того, чтобы это было быстро. Я говорю, можно без Django делать все полностью, можно просто делать ИИ. Но на Django это то, кому надо ИИ было вчера. То есть мы используем поля, их, да, Django, то есть то, что уже работает. По сути дела, нам надо собрал. С чего начинается изучение ИИ? Сейчас расскажу такое вот небольшое понимание, да. Когда я открыл
Эллама, да, вот по сути дела мне попало сообщение. Они пишут, что мы взяли копию OpenAI и просто его улучшили, переделали и сделали открытым. Потом я поискал на гитхабе, я ранее показывал, там человек собирал, китаец, наверное, 1000 ИИ, да, с 24 года, и посмотрел, действительно, по сути дела, везде принцип один. Дальше все вносят какие-то изменения и получают лучше, хуже результаты. То есть то, что сделал OpenAI, именно придумал идею трансформера, которая предсказывает. Я ранее видео рассказывал. С нее мы и начнем работать. То есть все будет строиться вокруг этого. Идея, по сути дела, довольно проста, которая напоминает именно наши мозги. Но в данном случае этот код написан еще с очень интересной вещью. Он самообучается. То есть он будет самообучаться. Иными словами, обучается на своем опыте. Например, просто недоделано, можно было вставить еще панда, чтобы все это красиво вывести. То есть PyTorch работает с любым средством библиотек. И любую другой нейронную сеть, и любой ИИ можно прицеплять сюда. Конечно же, здесь написано в полный цикл, то есть подготовка данных для обучения, тестирование. То есть мы сразу видим результат, потом просто стараемся поменять код и улучшаем, улучшаем, улучшаем. По сути дела, что еще надо научиться? Когда мы есть, ведь много написанных искусственных интеллектов, всегда надо, можно будет проанализировать и посмотреть идеи, что кто менял, потом попробовать у себя. То есть каждый находит вроде бы механизм один, потому что Эллама написали, мы выложили чистую версию. Я показывал код в предыдущих видео. Значит, мы выложили чистую версию, без ничего. Дальше можно встраивать, что хочешь делать, добавлять. Есть чистая версия, как работает искусственный интеллект. Поэтому здесь вот уже написано обучение и самообучение. Это очень важная вещь. Единственное, что нужно сделать, это просто взять и написать. Изучение языка, как я сказал, что пристраиваем к этому. Нам без разницы, на чем изучать язык. Просто раньше я в основном занимался чем? Приходит человек, хочу написать то-то. Вот человек приходит, говорю, я хочу работать с Fast API, нет проблем, пожалуйста. То есть мало того, что человек научился работать с Fast API, мы разобрали архитектуру, и он пишет по принципу, значит, Fast API свой продукт, например, да. Один написал по этому принципу ресторан, второй автомастерскую, то есть все что угодно. Но ведь сюда теперь можно как плагин строить искусственный интеллект, он будет работать автономно. Это будет в ближайшие 10 лет точно будет в тренде. Почему? Потому что всем нужен ИИ, но самое интересное, что каждому он может понадобиться просто для своего личного хозяйства. Здесь, по-моему, это видео пока есть вверху. Показываю варианты для своего ИИ. Вот это видео более подробно, да, можно посмотреть на главной странице. Это в данный момент сейчас. Потом, возможно, новое какое-то поставлю. Что касается цены, я посмотрел вообще цены в интернете, я сейчас офигел, там с неба взяты. Для первых людей сделал небольшую сумму, она не изменится до конца обучения. Потому что, по сути дела, даже индивидуальное ускоренное движение вверх, вот, 18 тысяч. Ну, а потом, то есть, держать я не обещаю, что буду, все будет видно по ситуации. То, что людям нужен, это я тоже понял. То, что это не так сложно, это я вам точно покажу. То есть, ребята, многие, которые сейчас занимаются, начали работать с ИИ. Скоро буду показывать результаты, это интересно. Сейчас, почему хороший момент? Вот я замечал, когда с нуля человек приходит, и есть там человек 5-10, да, как я обычно делаю, то есть один сделал, не понимает, я ему перекидываю код друг другу, делюсь кодом, да, то есть получается, не понимает человек, перекинул, а вот тут это сделал, посмотри, ага, понятно, теперь переделай. Тогда идет быстро, все учатся. Допустим, когда проходит время, там уже немножко так посложнее. Мне всегда нравится, когда начинается что-то такое новое, да, и учатся, допустим, сразу там 15-20 человек, иными словами, идут так в одном тренде. Очень классно. При этом обратите внимание, то есть никуда у нас не денется такие вещи, как написание кода из головы, полное понимание кода. Нам вообще на самом деле без разницы, на чем заниматься. Просто сейчас будет упор конкретно на ИИ. То есть мы будем изучать
кроме того, что Python, да, вот пришел человек, говорит, я хочу и Python то подтянуть, но нам придется его подтягивать, хочешь не хочешь. То есть, но мы сосредотачиваемся тогда на той программе, которая работает вокруг ИИ. То есть базовые вещи, которые надо понимать, которые читает код, но все остальное вокруг ИИ. То есть нам придется разобраться в некоторых вещах с PyTorch. Я уже, наверное, лет 10 работаю с PyTorch. Еще смотрит мои уроки, когда я с NumPy работал, которым уже, наверное, не знаю, при царе Горохе были написаны. То сейчас интересный. Здесь очень четко понятен механизм работы. То есть мы берем просто-напросто то, что нам надо Django, рассматриваем метаклассы, классы, да, рассматриваем основные аспекты, как встраивание кода. По сути дела, вот это уникально получилось, очень интересная вещь, совершенно случайно, если сказать. Зародилась такая идея, потому что мы ее уже использовали в других проектах, да, вообще. Но я подумал, слушайте, а если взять модуль база, ведь его можно переписать и сделать из него искусственный интеллект. И вы знаете, это действительно получилось. И я, если честно сказать, когда посмотрел, потом офигел, думаю, как классно. С одной стороны, мы берем исходный код Django, переделаем под себя, потому что он настолько классный, настолько безопасный, настолько отработаны вот эти идеи. А второй момент, используем само Django поля, то есть, по сути дела, лепим. Я говорю, это быстрый ИИ, когда надо вчера. Хотя можно и без Django писать, можно на чем хочешь писать, на любом языке. Но Python применять придется, потому что ничего другое это не высчитает. Вы посмотрите, на самом деле класс очень простой. Метаклассы разберемся, не переживайте. Метаклассы мы разбираем для того, чтобы понимать классы. То есть, по сути дела, мы написали ячейки нейронов. Да? Это все шаблонно. Почему это не страшно? Потому что это шаблонно, ребят. ИИ пишется довольно шаблонно. А уже потом вносятся изменения разные, да, в сам трансформер. Уже по мелочам кто-то вносит что-то, внес, получил другой результат. Потому что раньше писали, и до этого было на графах. Я писал как-то видео, но все-таки это дело устарело, оно не давало точные результаты. И мы начнем изучать именно с этого. Вот он механизм, да, то есть то, что было придумано сейчас в OpenAI, и то, что сегодня вот в тренде. То есть, по сути дела, механизм внимания, позиционное кодирование, авторегрессия. Слова страшные, но если объяснить, оно довольно просто. По сути дела, с токенами это взято с блокчейн. Это гадалки не ходи. Я просто так думаю, по-другому просто нет куда взять. По сути дела, вычисляли вес, и раньше вычисляли, да, механизм внимания. Механизм внимания, тут можно дальше прицепить механизм обучения, самообучения, позиционное кодирование. Это то, что кажется страшно. Нам не нужно выводить синусоиды, все давно записано в форму. Нам понимать логически, что мы должны получить. Грубо говоря, это работает как обычный мешок слов. Эта идея взята гарантированно с C++. Там все сложено в кучу, да, это в принципе работает. Легко найти по принципу работы массива, в какой ячейке, то есть откуда выбирать обучение у нас видно. И вот что было принципиально нового внесено, что дало эффект, да, толчка, когда заработал как мозг. То есть ранее получалось, когда делали искусственный интеллект, модель видела все, то есть все контексты, что сзади, что впереди. И получалось, что в принципе она выбирала довольно хаотично. Теперь она видит только заднюю модель, она не видит впереди. И дальше она уже выбирает, исходя из вычислений здесь. Если мы возьмем механизм внимания, то там очень простой класс. Там он сам делает все. По сути дела, входные, выходные данные. А вот дальше уже облепливается этот механизм, я говорю просто, чтобы всем было понятно, разными фишками. Да? Мы уже добавляем что-то и смотрим результат. То есть сам механизм, вот он голый, чистый. Дальше уже начинаются эксперименты. Мы их тоже будем делать. Самое главное, у вас будет шаблон написания ИИ, потому что нам надо написать, начиная с нуля до продакшена. Но самый простой вариант здесь я вижу, это на Django. Просто продакшн на Django это вот как сайт, да, залил и забыл. То есть он работает. Единственное место сайта здесь будет ИИ. Захотите сайт, кто-то делает свой сайт, вот я второй вариант быстренько был набросал, да, покажу. Когда понял, да, вот что работает эта идея с моделью, добавил уже pandas, то есть
И уже взял конкретно для примера, то есть я до конца его не доделал, но взял аналитику просто, да, аналитику сделал. Все тот же и, но теперь он будет анализировать. Это значит, что мы можем сделать совершенно любой АИ. Вот у вас есть свой сейчас какой-то сайт, и вы хотите что-то там делать, чтобы делал ИИ. Вы это можете уже сделать. То есть здесь идет работа между заказами и покупателем, и здесь есть очень четкие параметры, да, относительно чего. То есть то, что мы логически понимаем, что нам надо проанализировать, только теперь это будет делать ИИ. Наше дело всего лишь довести потихонечку эту модель до ума, то есть анализируя, конечно, сначала мозгами и видя, а потом давать, на что-то давать, механизм самообучения, на что-то не давать. В общем-то, все доводится. Потом, когда поняли, что попали в струю, то есть соответствуют результаты тем, кто ожидал, там пошли покупки, да, мы можем уже сделать на автомате, уже просто его дорабатывать. Но самое интересное, что один и второй и все равно начинается с трансформера. Да, дальше совершенно просто разные данные, но все шаблонно. Поэтому, в принципе, я понял одно, что освоить может каждый. Самый ключ вот этой идеи, которую я рассказал еще раз, которая пришла, ну, совершенно случайно, когда, значит, я понял, случайно решил просто попробовать, а что если использовать модель Django для создания вот именно первичных условий. Потому что трансформ мы пишем все равно отдельно пишем у него класс, но первичных условий. А в Django написаны метаклассы таким образом, что потом работают для всех классов, для всего кода. То есть, по сути дела, ничего ж не делал, понимаете? Если Django, допустим, работала, развивалась уже 20 лет, то его код, он очень крутой, он проверенный временем. Единственное, что надо было чуть-чуть всего лишь переписать под себя. Укоротить нам не надо все возможности, нам надо было просто-напросто сделать чуть под себя. Все. По сути дела, я ничего не делал на самом деле. Вот это видео показываю варианты встраивания, там просто я рассказывал немножко более подробнее, я его грубо говоря, в описании вобью. Потому что, говорю, YouTube канал молодой, я сюда перетянул видео 400 с YouTube. А он тут так медленно показывает. Ну, я имею в виду, не показывает, так медленно он думает, так медленно раскручивается, поэтому говорю, что молодой совсем. Что, значит, для вас будет большим плюсом? Вы знаете, вообще Django я уже, наверное, больше, ну точно больше, наверное, 15 лет работаю, то есть всегда все подскажу. Значит, тем более дам уроки, да, чтобы головную боль себе снять, я в план вбил, что уроки бесплатно, да, там 4, 5, 6 мало что изменилось, поэтому в любом случае напишите сайт. То есть не сайт свой ИИ, а там уже что решить. Главное, что при Django это станет доступно всем и будет надежно. Сейчас в новостях здесь я покажу. Не, перепутал. Это, по-моему, в отзывах. Это давно было. Парень писал, да? Варя хотел ставить отзыв о школе. Я еще школу сейчас индивидуально занимаюсь. Полез. Благодаря вам понял, что документация не так страшна. Хотите, хоть и не прошел на тот момент все уроки на платформе, а до сих пор прохожу, но небольшой сервис уже сдал на API. То есть, ну, уроки действительно я писал очень простые, чтобы не было вопросов, чтобы человек начал разбираться в Django. То есть, по сути, это может понадобиться сейчас. Кому интересно, выбирайте план, пишите, начнем тестовое задание и погнали.